Здравствуйте, господа новички! В этом видео я покажу, как создавать задачи и как их настраивать. Начнем с того, про какие задачи я говорю. Задачи по типу тех, что есть в компании. Например, они вот тут вот слева отображаются всегда. Вы можете создавать задачи по типу там какой-то герой должен выжить, к примеру. Если он выживает, задание выполняется. Если он погибает, задание проваливается. Задания могут быть основные и второстепенные. Посмотрим теперь, как их вообще создать. Я создам еще одну папку, назову ее, допустим, Objective. Создам в ней триггер, который будет, допустим, create Objective. Запускать мы его будем тоже при инициализации карты. В целом это не особо важно. Теперь сразу переходим к действиям. Создаем новое действие. Выбираем метку Objective. И вот видим здесь все, что связано с объективами, то есть с задачами. Самое первое действие, которое вам понадобится, это create objective. Это действие создает задачу. Статус активный. Это означает то, каким оно будет, с каким статусом оно будет создано. То есть активный — это значит, что оно не провалено, не выполнено и не скрытое. Ну, то есть в процессе выполнения, так сказать. Completed, ну, понятно, это выполненное. Fail — это проваленное. Hidden — это скрытое. Оставим по умолчанию active. А primary и secondary — это основное и второстепенное. Текст можете как угодно писать. Я, к примеру, напишу здесь текст, к примеру, морпех должен выжить. Нажмем ОК. Description — это описание. Описание будет показываться, когда вы наводитесь на него курсором. Я тут напишу какой-нибудь текст, чисто для примера. Вот, будет такой текст, подсказка задания. Если мы запустим карту, то задание будет создано. Но этого будет недостаточно. Вот видим, появилась основная задача, морпех должен выжить. Если мы на него наводимся, подсказка задания. Вот наша подсказка. Теперь для того, чтобы нам как-то можно было выполнить задание это со временем или его, допустим, провалить, если это нужно, то нам нужно обязательно делать для него переменную. Создадим переменную. Я назову по-простому Objective1. Вот Objective1. Тип указываем задание. Вот задача. На английском это, скорее всего, так и будет написано Objective. Возвращаемся в наш триггер. После создания задачи делаем setVariable, указываем нашу переменную Objective1 и указываем последний созданный Objective. Теперь мы присвоили нашей переменной созданное нами задание, и мы сможем со временем его как-то изменять. Теперь мы можем сделать, чтобы можно было выполнить или провалить это задание. Можем, в принципе, сделать задание на время. То есть по прошествии определенного времени задание будет выполнено. Создадим просто новый триггер. Вот я создал еще один триггер. Mission Complete будет называться. В событиях создадим действие, которое работает по времени. То есть это у нас... Создадим событие Time Elapsed, получается. Не знаю, как правильно читается. Будет срабатывать по прошествии там условно 120 секунд, то есть 2 минуты. После этого мы будем сразу отключать этот триггер, поскольку он нам не нужен. И также после этого будем делать действие, которое будет выполнять нашу задачу. То есть создаем новое действие, переходим в метку Objective и создаем такое действие, как Set Objective State. Последний созданный Objective меняем на нашу переменную. Objective1 Completed. Теперь запустим и посмотрим, что это работает. Вот сейчас у нас задание появилось. Нужно подождать 2 минуты. Вот осталось 10 секунд. Ждем 10 секунд и смотрим, что наша задача сейчас выполнится. Вот, бац, 2 минуты прошло, задача выполнилась. Вот так это работает.
Сделаем также дополнительный триггер, который будет отвечать за то, что если наш марин погибает, то у нас задача будет проваливаться. Создам еще один триггер, марин def будет, пусть называется. Создадим действие, unit dice получается, any unit. Поскольку у меня марин сразу размещен на карте, я могу его вот здесь в событии указать напрямую через значение. Но если у вас юнит не размещен сразу на карте, вы можете указывать это через условия. То есть следующим образом. Вы создаете просто условия, указываете value, допустим, unit type of unit, triggering unit равно морпех, ну, к примеру. Это может быть любой юнит, это может быть даже герой, но учитывайте то, что такой триггер будет срабатывать на смерть любого юнита, который является морпехом. То есть если у меня 50 штук морпехов, и каждый из них будет умирать, то он 50 раз сработает. Это также можно обыграть тем, что вы запишете юнита в переменную. То есть, например, я создам переменную, допустим, будет myHero, тип единица. И в инициализации карты я просто укажу в переменную своего марина. То есть вот myHero будет value морпех мой. Где он? Вот он, игрок 1, вот морпех. Чтобы вам указать юнита, который со временем создается, допустим, там уже под себя настроите. Вы можете использовать, допустим, последний созданный юнит, например. Или если у вас он появляется как-то особенным способом, вы, допустим, можете сделать что? Вы можете, допустим, еще сделать поиск этого юнита по карте. То есть вот в переменную myHero с типом единицы я просто в value указываю unit group. Здесь unit from unit group. Юнит первый из группы функция, опять же, unit group. И тут указываем unit in region match condition. Это, то есть, эта функция, она позволяет найти юнита или юнитов в определенной области с определенным фильтром. То есть, и еще с любым количеством. То есть, например, я могу здесь указать морпех. Вот, морпех по всей карте. Игрок, ну, к примеру, это будет игрок 1. Исключено смерть, снаряд скрытый. В любом количестве, и получается, что у нас в мою переменную будет присваиваться юнит из группы с индексом 1, то есть первый юнит, а группа единиц будет искаться по всей карте, то есть все морпехи будут найдены. Это, допустим, если у меня будет какой-нибудь там рейнер, и он будет только один у игрока 1, то только он и будет найден. То есть таким образом тоже можно делать. Я же оставлю просто выбор из значения, поскольку у меня марин сразу на карте есть. И вот здесь в триггере вы можете сделать, получается, сравнение value 1. Здесь указываете здесь triggering unit. То есть если запускающая единица равна переменная myHero. То есть если погибает юнит из нашей переменной, то этот триггер будет срабатывать. Здесь мы опять делаем objective, set objective state, last created objective меняем на нашу переменную и меняем вот здесь на failed, то есть проваленная. Также для пущего эффекта можем делать end game for player, victory меняем на defeat и вот здесь указываем triggering player. То есть закончить игру поражением для игрока triggering player. Triggering player это будет запускающий игрок. Вот сейчас запустим. Посмотрим, как это работает. Вот у меня есть морпех.
Если я сделаю def unit, бах, вот видим, у меня поражение. Если я, допустим, уберу вот эту штуку и сделаю все то же самое, то мы сможем увидеть def unit, вот. Морпех должен выжить. Теперь оно стало красным. Теперь оно считается проваленным. Вот так вот работает статус. Также я говорил, что есть основные и второстепенные задачи. Можем скопировать нашу переменную. Скопируем вот эти два действия. Это будет у нас второстепенное задание. Активное, secondary. И будет у нас задание... какое? Будет задание уничтожить зергов. К примеру, ставим скобочку 0 из... Вот, уничтожить зергов 0 из, там, к примеру, я не знаю, 10. И вот так вот сделаем. Подсказку тоже поменяем, напишу, вот, допустим, уничтожьте зергов для выполнения задачи. Objective 1 поменяем на Objective 2. Запускаем карту. Вот видим, теперь у нас появилось второе задание. Оно дополнительное. Уничтожить зергов 0 из 10. Если я наведусь, вот видим, подсказка тоже поменялась. Уничтожьте зергов для выполнения задачи. Теперь, как нам реализовать выполнение этой задачи? Создадим еще один триггер. Пусть называется, допустим, kill zerg. Или zergs, не знаю, разницы по идее нету. Создадим этот событие тоже unit dice. Вот unit dice. В условии создадим сравнение. Если погибает юнит игрока, к примеру, 15, как мы знаем, по умолчанию игрок 15 это враждебный, поэтому можно размещать юнитов для него и не особо запариваться. Собственно, если погибает игрок 15, то нам еще дополнительно нужно сделать счетчик, который будет увеличиваться по мере уничтожения зергов. Создадим еще одну переменную. Назову ее, в принципе, так же, как и триггер. Целое число. Вот здесь теперь мы будем делать сразу modify variable. Вот modify variable integer. Если у вас действительное, то используйте real. У меня это целое число, поэтому integer. То есть, если погибает юнит игрока 15, то мы нашу переменную killZerg делаем +1. И сразу после этого мы делаем setObjective text. setObjective text позволяет изменять текст уже созданной задачи. LastCreated меняем на нашу переменную Objective 2. В качестве текста мы просто скопируем его отсюда, из создания. То есть вот отсюда я беру Ctrl-C буквально. Сюда делаю Combine Text Multiply. Создаю новый элемент. Сюда вставляю текст. Отсюда убираю 0 и 10 и скобочку таким вот образом. Получается уничтожить зергов. Открывающаяся скобочка. Окей. Создаем еще один элемент. Указываем вот здесь convert integer to text. В качестве нуля указываем нашу переменную. Вот killZerg. Создаем еще один элемент. И сюда вставляем оставшиеся элементы. То есть слэш 10 и скобочка. Также создадим здесь условия if then else. Будем проверять, если наша переменная killZerg равна 10, то мы будем отключать этот триггер, вот триггер on-off, и будем устанавливать в нашей задаче второстепенный статус выполнено. То есть переходим вот опять в Objective, указываем setObjective state, указываем наш Objective 2, completed. Все, теперь запускаем. Пощупаем-ка эту крошку. Вот видим, теперь у нас есть задача 0 из 10. Сейчас идем гасить зергов.
Вот я парочку отманил, беру их, убиваю, бах, теперь у меня 2 из 10. Отманиваю еще несколько штук. Теперь 4 из 10. Продолжаем их долбить. 6, 8, 10. Бах, все, задача выполнилась. И, как видим, 10 из 10. И отметка о том, что оно выполнено. То есть все работает. Также, что вы еще можете здесь делать с задачами, вы просто переходите в метку Objective. И тут опять же все, что связано с задачами. Например, Set Objective Description. Это позволяет установить подсказку для задачи, если вы, допустим, этого не сделали при создании. И либо хотите ее как-то, допустим, обновлять или менять в процессе игры. Set Objective Players это, по идее... Set Objective Players, оно позволяет сделать, чтобы задача была видна только определенным игрокам. Вы можете здесь либо вручную их указывать, то есть вот, допустим, Objective 2 мой, тут переменная Players, точнее параметр Players это группа игроков. Вы можете сделать Convert Player to Player Group, и это будет означать один конкретный игрок. То есть вы можете эту задачу сделать видимой только для одного конкретного игрока. Если вам нужно сделать, чтобы несколько игроков видели эту задачу, но остальные игроки ее не видели, то вам нужно делать группу игроков. Вы можете, в принципе, сделать переменную, то есть, допустим, local players, к примеру, можете называть как угодно, можете вообще не называть. Делаете просто группа игроков. Вот группа игрока. Здесь делаете add player to player group. Указываем здесь нашу локальную переменную. Чтобы мне вручную их не указывать, я могу просто сделать цикл от 1 до 5, к примеру, и сюда указать вот это действие. Здесь только единицу нужно поменять на pick integer. То есть игроки с 1 по 5 будут добавлены в нашу переменную локальную. И, собственно, вот здесь мы указываем уже нашу переменную local players. Вот как это проверить, я добавил игрока 6, то есть 1, 2 и 6. У меня эту задачу видят игроки с 1 по 5. То есть вот я игрок 1, бот игрок 2, у нас эта задача отображается. Но если я выбираю игрока 6, то у него эта задача не отображается. Вот так это работает. Что еще можно тут сделать? Set Objective Type это позволяет вам уже в процессе игры менять тип задачи. То есть с основного на дополнительный, либо с дополнительного на основной. Last Created Objective, допустим, поменяем на Objective 2. Тут сделаем wait условно, я не знаю, в 5 секунд. И после этого будем нашу второстепенную задачу делать основной. Вот карта запустилась, ждем 5 секунд. Хлоп. Теперь у меня уничтожить зергов является основной задачей, а не дополнительной. Show Hide Objective позволяет, понятное дело, скрывать и показывать задачи. Как это можно использовать? К примеру, после того, как у меня миссия выполняется, мы будем скрывать наши задачи. То есть вот Objective 1 и Objective 2. Скрыть обе задачи для всех игроков. Ждем 2 секунды, 2 минуты. Вот осталось 5 секунд. Бац, теперь у меня задачи исчезли. Конечно, тут для более такого лучшего визуального эффекта стоит добавить задержку, к примеру, хотя бы секунд 5. Потому что они и выполнились, и сразу скрылись. Это выглядит не очень красиво. Вот, сейчас ждем 10 секунд. И у нас задача выполнится. Вот видим, оп, задача выполнилась. И они скрылись. Все, теперь они не отображаются. Они все еще есть, но они просто скрытые. Мы можем их отобразить, если нужно. Вот так это работает.
Что тут еще есть? Есть такая вещь, как, допустим, Destroy Objective. Вы можете уничтожать задачи и, допустим, создавать их заново, если нужно. Работает это, в принципе, так же, как и Show Hide Objective, только если вы уничтожаете задачу, то вы уже не сможете что-либо с ней делать. То есть вы не сможете изменить ей статус, вы не сможете ее отобразить, вы не сможете там, допустим, поменять ей текст и так далее и тому подобное. Вам останется только создавать новую задачу. То есть тут есть Destroy Objective, это уничтожает одну конкретную задачу. Также здесь есть Destroy All Objective, это позволяет уничтожить все задачи. Тут есть также перемещение, допустим, можно перемещать задачу в конец, можно перемещать задачу в начало, можно перемещать задачи, если я не ошибаюсь, то перед какой-то задачей и после какой-то задачи. Set Objective Priority, не знаю, что это делает, ни разу не пользовался. Ну, судя по подсказке, приоритет позволяет указывать, в каком порядке будут отображаться задачи, то есть по мере важности, так сказать. То есть если у вас тут большой список, условно, из 3, 4 и более задач, и вам нужно как-то их отсортировать, то вы можете попробовать использовать Set Objective Priority. Ну, в принципе, все. Здесь больше особо показывать нечего. В целом, такие самые часто используемые задачи я показал. Выполнение задачи по времени, выполнение задач, точнее изменение статуса задачи при смерти юнита, изменение текста задачи, если, допустим, юниты погибают, и так далее и тому подобное. Вы можете с этим легко экспериментировать, как хотите. Самое главное, помните, что все, что вам нужно, находится вот в метке Objective. Тут все, что связано с задачами. Вот, на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.